Okay, so my name is Dieter Roelstrater. I'm a Belgian curator, so originally from the country in which we now find ourselves. I'm part of the curatorial team that put together the 12th Time Zone, a contemporary art report from Russia. It's a non-existing time zone in Russia, and we think it's the time zone of art. It's a report from contemporary art in Russia. So we're reporting back from the research trip we made in 2018. This exhibition, I think, is a little bit of a strange animal. I like the absurd idea of trying to compress the biggest country on earth into the smallest exhibition spaces available in this building. Вневременная история, потому что эти проекты, они мало чем объединены, то есть они как бы даже вообще не объединены ничем, это такие супер локальные художественные истории и высказывания, которые вот единственное, чем объединяются, некой такой вымышленностью вот этого временного пояса. So we understood very early on that we needed to make a particular kind of formal decision about how to organize this exhibition, and we basically were reminded of the Trans-Siberian Railway as the organizing principle of the trip, of the expedition. We decided to highlight, well, each city in which the train basically stopped and the caravan stopped for exchanges with the local art ecology. Да, конечно, было много вариантов, что можно сделать, но все-таки мы изначально приняли решение, что эту выставку должны делать именно внешние кураторы. Сначала мне, конечно, казалось, что это какая-то супер, такая примитивная история, что мы берем по одному художнику из каждого города и вот, значит, делаем такой дневник, но с другой стороны, при всех временных ограничениях, которые перед нами были, потому что мы договорились с Бозар на конкретное вот это время, и у нас было действительно ровно полгода на создание какой-то вот итоговой выставки. И самое первое, о чем мы договорились с кураторами, что это не итоговая выставка, да, что самое главное, это не то, что мы вот показали, что такое российское современное искусство. Это именно такие, это выставка про проявление тех потенциалов, которые вот мы обнаружили, когда ехали на поезде. И, собственно, вот эта вот идея оформления уже такого концептуального через часовые пояса, через историю вот этого преодоления огромного такого путешествия во времени. И то, что мы в концепции выставки выстраиваем все через идею времени, мне это очень близко, и на самом деле мне кажется, что из каких-то возможных вариантов это прям супер удачный. Первое впечатление у меня супер позитивное. Мне было очень приятно сегодня выступать на пресс-конференции с таким огромным количеством журналистов, которые пришли, и видеть такой серьезный интерес к российскому искусству. Конечно, это тот видимый результат, которого мы так хотели, когда вот начинали не Москву, о том, чтобы региональное искусство российское стало видимым, стало известным вот такому широкому международному сообществу. The artists we selected were the most, not always the most known ones. We didn't select the artists because of their names were already famous or something or known, but because of the peculiarity of the work. So there's artists from Tomsk, and there's an artist from Omsk, and there's an artist from Novosibirsk, and Krasnoyarsk, and Irkutsk, and Khabarovsk, and Ulan-Ude, and Vladivostok, and the works, Yekaterinburg, Perm. And of course, these artists are not meant to
symbolize the place that they're from, but they're kind of the emissaries of these places that, you know, people in Brussels or Belgium may never have heard of. So one of the artists that I met in person on this trip, Zorito Dorjiev, he showed me a work, a wild idea, a fantasy in a way, you know. It's this image of the work that now exists as a model in the exhibition of this giant steel structure, right? And this made a deep impression on me. I thought that this was a brilliant idea. I think it's a great work. Проект называется «Хозяйка степи». Это некий такой собирательный образ, стилизованный силуэт женщины. Это некий архетип, женский архетип женского начала, наверное, связанный с землей, с родной землей, с небом, связанный со степью. Сам силуэт, он основан на бурятском, на монгольском костюме. Вот эти похожие на большие рога или уши. Это на самом деле стилизованный головной убор, куда вставляются женские косы. В степи это могло бы быть очень классно выглядеть. Ровная линия горизонта степи вдруг будут связывать небо и землю такие вот вышки. And I hope that one day, somewhere in the steppes of Buryat Republic, this work can be realized on the appropriate monumental scale of an actual electrical pillar. This would be amazing. I like the idea that you learn something about, you know, these places that locally mean a lot, but globally not necessarily so much, you know. Yeah, I mean, if only a handful of people go home and go sit down behind their computers and Google Бурятия, then that's already a success. Мое творчество в основном концентрируется как раз на поэтике, на мифе, на территории, о Сибири. Единственный материал для искусства должен быть это дерево, потому что Сибирь — это территория леса. В Сибири вообще, в принципе, к дереву относятся с особым трепетом, в частности из-за того, что дерево дает тепло, и тепло для Сибири — это сакральное нечто. Проект в Брюсселе называется «Черное облако», такой многоголосый эквалайзер, повисший над человечеством, такое темное облако экологических катастроф. И игра на замену того, что облако — это что-то нематериальное, как бы в замену очень жесткому материальному лесу промышленному и черного цвета, оно как бы вот на каких-то таких балансах и работает. Весь мой проект творчества, ну, на данный момент, это попытка создать какое-то сибирское искусство, какое-то, как будто бы оно есть автономное, как будто бы оно существует. An artist who I did not meet is Damir Muratov from Omsk. One of the truly most inspiring artists. I love what he does, but we had no idea what he was going to do here. Меня зовут Дамир Муратов, из Омска, Сибирь. Это, в общем, мурал, получается, да, настенная роспись. Я просто переделал императив Канта сибирским акцентом на язык снега и тайги, и получилось снежное небо над нами, таежный закон внутри нас. Ну и здесь еще аналогии: закон тайга, прокурор медведь. Я думаю, что все-таки Сибирь вот для людей Европы все равно терра инкогнита, они практически мало кто знает. Такие большие расстояния для густо заселенной Европы — это все равно диковато, когда между городами по 700-800 километров. Так вот, я думаю, что, в принципе, всюду жизнь. Все зависит от того, чего ты хочешь от этого, от Омска или Красноярска, Иркутска, Утровска и так далее. Я скажу честно, я вообще не пытался покинуть Омск, и у меня не стоит вообще эта задача что-то либо покидать. И вообще человек, мне кажется, все-таки не крепостное, не дерево, да, чтобы всю жизнь на одном месте. Я вообще за покидание, но с каким-то потом возвращением. The most important audience of this exhibition are the artists themselves, the Russian artists. I want all of them to go back home enriched by the experience of having worked in this context and in this situation. Because this is the most important part of curatorial practice, that you basically build an environment where artists can exchange ideas and people can exchange ideas. Это история о короткой войне,
которая произошла в 1938 году на берегах озера Хасан и реки Туманганная. Работа состоит из 1391 пули и видеоинсталляции. Пули наши — это каждый солдат, который погиб в то время, неважно, это японец или русский. Пули, когда мы стучим ими, они издают такой звон монет. То есть я провожу аналогию, что пуля — это такая монета разменная. 80 лет назад мы завоевывали границы с помощью оружия, и пуля — это как символ войны, который символизирует уже умершего солдата. Прошу зрителя задуматься о том, что будет вообще через 80 лет, будем ли мы воевать или будем как-то делать, что мы будем делать через 80 лет, какая планета достанется нам, какая граница будет у нас. Ну, здесь я провожу такую историю, она у меня в конце фигурирует о том, что дружба среди народов — это прекрасно. Меня зовут Лена Слопцева. Я из Перми. Когда в таймзоне был дан анонс моему проекту, кто-то написал в комментарии, разве можно этим заниматься серьезно? Я тоже иногда задаю себе этот вопрос. Я делаю анимации с использованием такого материального и графического объекта, как скобка. Делаю видеоинсталляции или просто инсталляции с объектами. Для этого проекта я некоторое время делала анимацию, но в анимации нет совершенно ни одного моего самодельного, что ли сказать, изображения. То есть используется для основы рисунок Левитана. Этот рисунок переводится, закодирован, можно сказать, в пиксели, в скобки. И с помощью алгоритмов компьютерных скобки потом силы гравитации падают или симулируется их падение, рисунок таким образом распадается. Но также это работа о моей любви к классическому изображению, про которое тогда еще вряд ли могли сказать, разве можно этим серьезно заниматься. То есть классическим изображением, репрезентативным, вроде бы можно заниматься серьезно. То есть это дань высокому искусству. And in the case of someone like Natalia Yudina, for instance, first sculptures of Lenin and a carpet of Gagarin, like these are the familiar symbols, of course, that people of an older generation in Belgium grew up with as the face of the Soviet Union, the other world, you know. В своем искусстве «Страшные сибирские сны» я работаю с мехом. Исторически сложилось, что богатая сибирская пушнина была лакомым коммерческим предприятием времен экспансии русского царства и по сей день является предметом сибирской роскоши. Подобно тому, как во снах приходят мертвецы, в страшных сибирских снах приходит мертвец. Этот мертвец — столетний догматический сон России, давно ставший мифогенным персонажем. Но во сне табу ослаблены, поэтому он является как заяц-беляк, обросший на зиму шерстью и столетним седым мехом. Укутывание в мех вождя, лидера коммунистического брутала — это укрощение мачистской силы сибирской фемины. Подобно Юдифе я усмиряю своего Алаферна, белокурое бестие убаюкивает седого монстра колыбелью забвения на белых пуховиках сибирских снегов. Вы знаете, что мой родной город Томск называют сибирскими Афинами. В страшных сибирских снах я связываю инфратонкой нитью эвклидово-герметичное миросозерцание с брутальным сибирским сознанием. Страшные сибирские сны можно трактовать как охоту на идеальную комбинацию, которую можно создать посредством интеллекта и определенных эстетических практик. Привести маленькую экспозицию страшных сибирских снов из Сибири в Центр изящных искусств «Базар» в Брюсселе очень важно для меня. Это возможность встречи с искусством, возможность экспонировать искусство цивилизованным способом, возможность привести частичку сибирской мифологии, возможность коммуникации и возможность непосредственного участия в художественной ситуации. Поэтому это приглашение стало для меня пробуждением от сибирской зимней спячки. Да, меня зовут Антон Виноградов, я работаю с фотографией, перформансом. Я из Нижнего Тагила, начал заниматься искусством, когда уехал в Санкт-Петербург. И когда я вернулся назад и начал гулять вот по этим местам, то они меня как-то вдохновили на создание вот этих фотографий. То есть это место, где я в детстве, там, в классе 5 прогуливал школу. Ну, мне кажется, фотография такая часто
говорит нам про время, про прошлое. Для меня не важно, как этот объект, то есть что там после моих фотографий там это все убирается и ничего не остается. То есть для меня важна именно документация. Больше похоже на какое-то приключение, как в книгах. Хотя ты там не сражался с пиратами, но ты просто куда-то шел, как путешественник, и что-то открывал для себя какие-то новые места. И это, мне кажется, еще про взросление в таком городе. То есть, когда ты родился, и ты видишь эти дома, они тебя сопровождают все детство. И они, может быть, кажутся чем-то неважным, но на самом деле это как часть твоей идентичности. Время – это вещь, которую мы не можем никак повлиять. Оно все время бежит, и ты с этим ничего не можешь сделать. А когда ты возвращаешься в это место, ты его берешь под контроль. То есть ты раз и схлопываешь его, и ты становишься в какой-то момент властелином этого времени, и это такое приятное ощущение. Я считаю, что одна из тоже миссий проекта «Не Москва» — это в том, чтобы люди вообще начинали ездить и не бояться расстояний, и понимать, что как много всего интересного происходит помимо Москвы, как важно доехать до Екатеринбурга, как важно съездить на Байкал и найти там не только природные красоты, а вообще-то познакомиться с современной культурной сценой. It was a beautiful trip, as we have said on a number of occasions. The weather, this was funny. I returned to Chicago and I told everyone I just came back from Siberia, and everybody asked, "Wow, it must have been cold." And I'm like, "No, it's summer. It's 35 degrees. It's hot. It was hot." It's funny, but it also gives you a sense of how little people know about this huge part of the world. I'm just struck by the fact always that art is everywhere. Even if we would have gone to Norilsk or Murmansk or Petropavlovsk-Kamchatsk, there would have been art there too. And it's kind of like a universal presence. Wherever people gather, wherever people live, at some point, art will just appear in their lives, they'll make it. I'm surprised again and again when I travel that, I can go to places sometimes I've never heard the name of, and then I meet people who are thinking about very similar questions, or who are, concerned with similar, problems or topics or themes, and that's something that kind of gives me you can call it optimism or something. Мой главный личный инсайт после этой поездки, наверное, в том, что я поняла, что нет пустых мест, что это ощущение, что есть какие-то такие слепые пятна, где ничего не происходит, где нет никакой ситуации, где современный искусство такой дичок непонятный, этого нет. То есть везде есть уже сложившиеся какие-то сообщества, везде есть такие либо институции, либо протоинституции, везде есть энтузиасты, везде есть художники, кураторы, люди, которые хотят в этом себя видеть, хотят в этом развиваться и вообще имеют амбиции, в том числе международные. И это, наверное, для меня было самое главное открытие, что потенциальные и широко неизвестные территории, они все готовы для работы, для этого взаимодействия, и просто действительно требуется очень много усилий и большая работа для того, чтобы их вытаскивать и, собственно, их включать в этот глобальный художественный мир. I would like to go back and see more. I want to go back to Russia and see more. This is the kind of project where, in a way, you have to commit for a couple of years to make sure that it really pays off and is productive. This is not like a one-shot. It's not like a one-shot adventure. Yeah, I hope that for some this is the continuation of an ongoing international dialogue, and for some I hope that this will be the start of one. That's all I can do.